дорогие зрители, меня зовут Артур, мы продолжаем играть SYNCHRONICITY. Мы находимся в лагере, в котором, вы видите, что тут разлом на небе, стражники, которые сторожат этот лагерь, нам нужно из него выбраться. Это дети местного стукача, которого застрелили свои же, несмотря на то, что он стукач и постоянно сдавал им тающих. А тающие, если кто забыл, то это больные, которые здесь, практически все, я так понимаю, в лагере, или очень много народу, именно больных, за ними идет охота, их убивают. И главное, что с ними происходит, с этими больными, это то, что у них постоянно приходы, и у нас постоянно приходы. Есть ощущение, что, видите, весь этот мир, он разрушен в моем видении. В общем, мы договорились с женой этого стукача, что вполне возможно... У него просто пропуск есть, что мы найдем припасы для ее детишек. И, собственно, этим мы и займемся, потому что таким образом мы вроде как себе получим пропуск. А здесь у нас выход. Здесь расстрельная стена, видите, вся в кровище. Расстреливать, я смотрю, здесь любят и делают это со вкусом. Хорошо, у нас осталась еще одна дорога. Это вот сюда вот. И сейчас мы посмотрим, что это такое там. Где припасы найти, я пока не знаю, но будем думать, будем думать. Вообще будем решать проблемы по мере их поступления. О! Здесь живут более-менее нормальные люди, если так посмотреть. Девушка в белом. Она очень юная девушка, почти девочка. Она играет сама с собой всяким старьем, что находится среди металлолома и мусора. Слушай, ты как бы этот... Ой, в опасности ты. Сделают из тебя здесь, вы поняли. Затрахают до смерти. Hello, Mr. Sleepyhead. Надеюсь, у тебя защита есть, потому что, учитывая, какие здесь люди водятся. Прости, как ты меня назвала? You're Mr. Sleepyhead. I saw you sleeping in Colin's trailer. I'm so glad you're awake now. Я не спал, я болел. I wasn't asleep. I was sick for a long time in that trailer. No, you weren't sick. You were sleeping. Like a big brown bear, Sir Sleepyhead. Sometimes I used to watch you sleeping in Rod's house, and you would grunt in your sleep like a bear. A great big lazy bear, Mr. Sleepyhead. But I'm glad you're awake now. I like your voice. You sound like a knight in a fairy tale. Ты какая-то немного не в себе, я так посмотрю. Но вообще-то я Майкл. Mr. Sleepy. No, you're just trying to fool me. You're Mr. Sleepyhead. My name is Rose. Эта девушка ведет себя как-то странновато. Конечно, она очень молода, но говорит как маленькая девочка. Nice to meet you, Rose. Значит, ты знаешь Рода и Колина? So, do you know Rod and Colin too? Of course. I go over to their house a lot. Well, when they let me out of the van, that is. Rod and his wife have been very nice to me. Sometimes they let me play with Colin. We're very good friends. Are you a friend of Rod's and Colin's too, Mr. Sleepyhead? Yes, I'm friends with them too. Do you want me to tell you a secret, Mr. Sleepyhead? Валяй. Of course. I have your old clothes. The ones you were wearing when Rod and his wife found you. I have them in the van. They were going to throw them away, but they gave them to me to wrap my baby in. He'll be cold now that winter's coming. Your baby? You have a baby, Rose? Yes, I have a baby, but he's not with me right now. He got lost. Что? Have you seen him? Do you know where he is? I have another secret to tell you, Mr. Sleepyhead. Back in the van, Rose, now. Move your ass. Get in there. Another secret? Just a minute. Wait! Get in that van, Rose. It's a very important secret, Mr. Sleepyhead. Something about you. Something about before the Great Wave. But first I have to find my baby. Have you seen him? Она, в общем, крышей поехала после того, как ребенка потеряла, я так понимаю. I have to go. Goodbye, Mr. Sleepyhead. Ну ладно, хоть за ней есть кому присматривать. Бедняжка, сразу ясно, что она ненормальная. Она просто ребенок. В взрослом теле он сказал. like А, ну понятно. Я же говорил, мясо.
Красивые бабы в таком мире это будет просто мясо. Так, ладно, хорошо. Роуз знает какую-то тайну о моем прошлом до Великой войны. Откуда у нее сведения? И что она может знать? Так, ну чё, торпеды. Пустырь по периметру окружен толстой стеной из металлолома, обломков и ржавого железа. Ее высота несколько метров. Удивительно, как она не падает. Остатки старого фургона мороженщика. Без колес он никуда не поедет. Похож на огромный скелет выброшенного на берег кита. Да. Очередная груда металлолома и мусора. Даже не парились с описанием. Машины, механизмы, сталь, цемент. Даже остов старого строительного крана. Настоящее кладбище индустриальной эры. Так, ладно, генератор. Цистерна. Огромный ржавый бак для сбора дождевой воды. Все говорит о том, что Великая волна уничтожила концепцию водопровода одним махом. По крайней мере, по эту сторону ограды. В общем, блин, такая вот все-таки ламповая и атмосферная вещь, вот эта игра. Я надеюсь, что вы смотрите это вечером, закинув ноги на стол, ну, там, где монитор у вас, попивая чаек с печенькой. Нет, круто. Я, допустим, играю вот примерно вот так вот. Я не знаю, зачем я иду к генератору, надеюсь, ребята не обозлятся на меня. Простите. Хорошо. Так, ну, в принципе, давай поговорим, что ли. Эти парни охраняют Роз, девушку-дитя. Мне не разрешат поговорить с ней, пока я не заплачу по такси. До Великой волны это называлось сутенерством. Пара жалких монет. Не похоже, чтобы они дорого стоили. Так, просто гроши. Здорово, парни. Hey, you guys. You talking to us? Пустите меня в фургон, я просто хочу пару минут поговорить с Роуз. Конечно, ну да. Let me into the van. I just want to talk to Rose for a few minutes. Of course, it's none of our business what you want to do with her. But if you go into the van, you gotta pay the price. Got any money on you? No, I don't have any on me. Then come back when you do and quit bothering us. We have a very busy schedule, you know? The girl said something. Девушка говорила о тайне, связанной со мной. О чем-то из прошлой жизни. Кажется, это что-то важное. Но что именно? Возможно, это плод ее безумного воображения. Но я должен поговорить с ней и получить ответы. Now that sounds much better. I see that we're starting to speak the same language. У девчонки проблемы с головой, она строит из себя маленькую девочку. Почему вы такие бессовестные? That poor girl's not right in the head. She acts like a little girl. How can you people be so unscrupulous? Rose is an adult. She's earning a living. Like we're all trying to in this camp. Mind your own business, pal. You're abusing a poor, disturbed girl. Us? Taking advantage of Rose? Us? You want to insult us? We're giving her room and board. She's got nothing to complain about. But she's got to work. That's the only thing we ask of her in return. That's the way things work now. Bring us the money, then you can get in the van with her. Hey, do us a favor and spare us all that sanctimonious crap from the old world, pal. Don't waste our time. Понятно все с вами. Угу. Электрогенератор. Первый раз такой здесь вижу. Is that an electric generator? I've seen very few of these around here. Yeah, in this hellhole, you can count them on the fingers of one hand. Nowadays, you can't buy generators like this anywhere. And with the power grid all blown to hell, you can bet that one of these is worth more than your life. We use it to light Rose's room. We like to protect our, investments. So don't get too close to it. These things are very fragile. And they have a bad habit of getting lost. Now, we wouldn't want that to happen, would we? Так, слушай, я думаю, знаешь, что можно сделать? Как-то вырубить этот генератор. Они пойдут его проверять, а я пока к Роуз смогу поскользнуть. Но я думаю, это надо сделать как-то неявно. У меня есть бутылка виски. Не знаю, может их напоить? Если эти ребята в трезвом виде не вызывают симпатии, что же будет, когда они выпьют?
I'm afraid that the fuel that powers this generator is... Ну, я понял. Так, ладно, хорошо. Ну, пока что, в общем, ничего. Ладно. Угу. Так, на всякий случай проверим. Так, погоди. Use this here? Действительно. Так, хорошо. Нам с вами нужно найти где-нибудь припасов. Нам нужно найти денег, чтобы попасть туда. И я даже не знаю. Так, ну, в принципе, можно урода попробовать денег попросить. Урод. Так, а туда мы пройти никак не можем, да? Давай зайдем, попробуем поговорить. Что-то, мне кажется, никто не откроет. У них там свои проблемы сейчас. It's bolted from inside. Понял. Так, хорошо, видимо, придется подумать над тем, что же нам, собственно, делать. В лачугах ничего. Давай в окошко заглянем. Да, они по-прежнему занимаются своими делами. То есть оплакивают сына. Больше они делать ничего не могут. Так, бездомный, можешь мне что-нибудь сказать по этому поводу? Так, насчет стрельбы. Нет, ничего такого полезного ты мне сказать не можешь. Хорошо. Ладно, здесь пока не так много локаций, поэтому я не думаю, что мы заблудимся. Time has left these hinges bent. There's no way I'm going to be able to break open this door with my bare hands. Видимо, это все-таки как-то можно открыть, но я пока не знаю как, и поэтому меня опять кроет, господи. И опять разруха, смотри. Oh no. Here comes that sensation again. It's like floating in a dense liquid. Да пипец. Good God. I think I'm... Единственное плохо то, что повторяется весь текст. Мы это уже читали. Ладно, пойдем отсюда. Я пока не знаю, что я могу сделать и как с этой машиной, поэтому мы с вами пойдем налево. Там у нас старикан сидит. Возможно, что-то и решим. Так, старик. Hello, mister. Нет, ничего нового мы у тебя узнать не можем. Хорошо. Может, тут что-нибудь поесть есть? В бочках? Okay, here goes. It's impossible to budge these drums at all. I don't know what they contain, but whatever it is, it weighs a ton. Зачем двигать эти бочки? Урони ее и кати. Ну ты же не тупой. Okay. It's impossible to budge... Понятно. It's a thick cable that runs along that building's roof, but I can't see it very well from here. It's too high. Так, хорошо, тут определенно что-то можно сделать, но я пока не знаю, что именно. Someone placed a bunch of those... Ugh. Oh, Jesus. Так, хорошо. A clandestine dive. A nice place. Отличное место для отдыха, да. Ладно, давай попробуем зайдем. Подожди. Так, ряд бочек и еще бочки. Dented, dirty, and pretty bad. Понял. This bright light leaves no doubt there are some insects fluttering around it that end up getting scorched by the heat and dropping dead. Так, ну давай зайдем. Сейчас нам нужно найти, и мы уже будем двигаться по старым локациям. Просто нужно найти какие-то новые действия. Пустые пивные банки. Не знаю, зачем они мне, но я их, пожалуй, возьму. Далее, бармен. Что-нибудь новое скажешь? Hello again. Что What do продаете? you sell here? Anything you can eat or drink. Anything that fits into a box or a У тебя bottle. можно, если что, еду, For я так other types понимаю, of goods, достать. what do you need? Liquor, tobacco, food? I could use some food. You're in luck. We have some of these emergency food rations the authorities distributed Совершенно among the случайно, да? inhabitants of the camp in the first weeks after the Great Wave. You know, a bunch of them just happened to fall Так into our получилось. hands. What do you Ну have to да. offer in exchange? Бутылка спиртного сойдет. What a bottle Понятно, of что liquor просто так do? не отдадут в кредит. Let me see. It's a good brand of whiskey, but the bottle's been opened, and there's a lot missing. I'd take it, but I'd need something more. I'm afraid I have nothing more that can interest you. Too bad, pal. Так, ладно, понял. Что-то можно Come со back всем with этим something сделать. more, and the food's yours.
You know how it works. We accept everything. Cash, jewelry, liquor, tobacco. Хорошо, ладно, уже что-то. Пойдем к охотнику, может он что скажет. Hi, Mike. So what brings you here? Нет, ладно. Я так, зашел посидеть секунду на стуле. Remember, dude, here we can get you whatever you need. No questions asked. Так, хорошо. Быстренько посмотрим. Мало ли тут еще что-нибудь осталось, да? Так, ну и в принципе пойдем. Значит, нам нужно еще что-то помимо... Мне интересно, зачем мне пустые пивные банки. Вот это мне реально интересно. Можно пацанам попробовать их отдать в качестве мишени. Мы сейчас как раз туда идем. Я думаю, это что-то да получится. Так, пойдем, зайдем. Что-то у нее тут брать, я думаю, не стоит, потому что она обидится. Так, маленькие живодеры, идите сюда. У меня для вас вон что есть. Окей, что лучше? Thank you. Now we'll really be able to become the best shots in the camp. So now you're saying this rat isn't a rat? No, I'm not. My name is Michael. Hello, Michael. Скажите, почему вы хотите бросаться камнями в солдат, детишки? So tell me, why do you want to throw rocks at those soldiers? We have to get revenge. We're big boys Ну да, now. если кто забыл, там And that's what we gotta эти do. солдаты их папаню Those застрелили, pigs shot стукача. our dad. We heard him screaming. He's hurt real bad. Mom said we'll never see him again. Damn pigs! My brother and I are gonna get them. All of them. But when they were Dad's friends, you used to say you wanted to be a soldier when you grew Ага, up. приоритеты сместились, да? Shut up. That was before. I wish I could reach those watchtowers with my rocks. Yeah, wouldn't that be great? That's not a Это bad неплохая идея. Something tells me Что-то that мне a подсказывает, что commotion небольшая along the заварушка около barbed колючей fence проволоки would be пойдет на good пользу for всем. everyone. Ребята, время-то уже позднее. Что вы делаете на улице такой час? Да в принципе тут, господи, в 2 метрах от It's дома. pretty late for kids like you. What are you doing out in the street at this hour? Hey, we're not kids. We have to practice our marksmanship. Our mom gets real mad when we do it inside the house. It's not like we have anywhere else to go in this dump. Nowhere else to go? So you don't go to school? Don't you have any Какая friends from школа? Ты school? посмотри, что там There is сзади no тебя. school. Not since the explosion. Our mom says we don't need it anyway. We're big boys now, and someday we'll be very important people in the camp, just like our dad. That's why we don't hang out with the other kids around here. Our parents say they're rats. They'd be a bad influence on us. Yes, we're going to be brave and strong, like our dad. Right, Michael? Of course you will. Так, ладно, ребятки, мне пригодится ваша помощь. I need your help, boys. How can we help you, Michael? I have to get something from inside your house. It's something I need so that I can help your father. Understand? But your mother is very agitated, and I need you to give me a hand with her. It's a mission. What do you want us to do, Michael? I need you to get your mother out of the house for a few minutes. Just long enough for me to go in and get what I need. Do you think you can do that? Of course, we're big boys. I'll owe you. I promise to give you a reward. Okay, let's do it. A mission. Так, ладно. Хорошо. Я не ожидал, конечно, что это получится сделать. Так, давайте сохранимся. Ну его нафиг. Детишки реально маленькие Павлики Морозовы. Хорошо, давай посмотрим. Во-первых, пачка сигарет. Это, я думаю, нам пригодится. Во-вторых, что еще здесь можно быстренько посмотреть? Так, Some of здесь the у нас... drawers have been torn out of now they're torn up. Быстрее, хорошо, Someone knocked перевернутый over шкаф. it, and considering what it must Под ним тоже ничего нет, да? Ну, я вроде как взял все, что one of the хотел. looted dresser drawers, nothing of interest. Теперь, в принципе, можно уходить отсюда. Better not. I have no interest in.
Так, туалетный столик. Вроде все, ничего нового. Хорошо, теперь эти сигареты, я думаю, можно отнести и поменять их на еду. Офигеть. Буковый оракул, что? What are these images? And that woman's voice. It's the same one that woke me up in the trailer. I'm trying to remember. And stop tormenting me. Да пипец. That helps me find some answers. If not, I'll go mad. Absolutely mad. В катсцене все было тише, потому что я музыку убавил, а, видимо, игра считает катсцены, ну, вот эти вот видеоролики за музыку и тоже убавляет их громкость. В общем, вот такие дела. И самое главное, что мы все это делаем на глазах у часовых, которые явно знают уже, что если у человека приходы, то он тающий. Поэтому это не самая хорошая идея, конечно же. Так, ладно, давай попробуем отдать все, что у нас есть. И таким образом получить себе... Так, для начала давай посмотрим. Наполовину пустая пачка сигарет. А ты попробуй. А вообще лучше не пробуй. Хорошо. Половина бутылки, половина пачки. И то, если взять, то может что-то получиться. Давай меняться. Привет. Hello again. Я бы хотел поесть. You're in luck. We have among the inhabitants, you know, a bunch of... What do you have to offer? Так, у меня есть пачка сигарет. I have this pack of cigarettes. Virginia tobacco. There's not much of this in the camp. That's a good start. But it's not enough. The pack's been opened and several cigarettes are missing. I'd need something more. Would a bottle of liquor do? Fantastic. I think that's a fair price. Норм. I'll take both of them. Here you go, pal. The food package is all yours. Enjoy it in good health. Спасибо, сухпайок. Так, хорошо, давайте на него посмотрим. Упаковка еды. На коробке надпись «Государственная программа спасения. Перепродажа пайков запрещена». Очевидно, Великая волна лишила охотников и людей остатков совести. Если у них вообще была совесть. Понял, хорошо, ладно, пойдем отсюда. Пойдем отнесем этой женщине эту жатву. Можно, конечно, проститутку было купить за эти деньги, но... Ну его нафиг. Так, ну в целом как-то пока все довольно просто. Логично, я люблю логичные квесты. Я люблю квесты, я люблю, когда в квестах есть логика. Это хорошо, как правило. Но что же меня так кроет? Это немножко странно. Так, красавица. Ну, это я шучу. Держи. Here, this is what I promised you. That's all the food you brought? This will barely feed us for 2 days. Какая же тварь, это же I'm пипец просто. sorry, it's very complicated getting more in the camp. I only wanted to show you that you can trust me, that I can help you. That's what all you rats in this trash heap say? But in the end, only thing you're interested in is taking advantage of my husband and me. I've held up my part of the bargain. Isn't that proof enough? Listen, let me have that pass to get out of the camp. And I promise I'll come back with the morphine you need to ease your husband's suffering. Только попробуй отказаться. Okay. Я бы тебя вот этим стульчиком по башке дал бы. Here. What's this? A bracelet? It's like an ID badge. Wear it and the soldiers will recognize you. It won't just get you out of the camp. It'll also help you avoid all kinds of problems with the army once you reach the city. I'm not sure I'm doing the right thing by giving it to you. Just don't betray me, you rat. Bring me that morphine from my husband, and I promise you, I'll give you lots of money in return. Much more money than you could earn in a lifetime in this shithole. No, that's not necessary.
We never said anything about money. I have to know you're coming back. I don't trust any of you. And I know that money is the only thing that'll make you keep your word. All you camp rats are alike. Now get out of my sight and don't make me Знаете, если я regret поначалу this. хотел ей And don't помочь, come то back сейчас without мне my уже husband's morphine. похрен на There'll нее be и на ее a деньги. wad of cash Без waiting for этого you. браслета она тут точно сгинет. Надо было бы ей как-нибудь повежливее разговаривать, я думаю, нет? It's an ID bracelet Пропуск that браслет, identifies me as удостоверяющий, an что я army сотрудничаю с collaborator. военными. In Иными other словами, words, что я a mole. стукач. Wearing one of these Надев brings такую certain штуку, я получаю privileges. ряд привилегий. Одна из Among них — others, возможность it's my уходить из key to лагеря. getting in and out of the camp. Неужто? Эти странные видения, тот женский голос, что разбудил меня. Что же такое буковый оракул? Так, это, видимо, посмотреть катсцену еще раз. Ладно, хорошо. Пойдем. Нет, я сделаю. Я свою часть уговора сделаю. На самом деле, она этого не заслуживает явно. И он этого не заслуживает. Так, ребятушки, смотрите, что у меня есть. Go through that gate, and I'll... Do you need to get a closer look at what I have on my wrist? Wait a minute. Look, he's got on one of those ID bracelets the camp moles wear. Those cockroaches are very useful to us in here. Lower your gun and let him leave. You heard him. Get out of here, rat. Погнали. Подожди. А, вот, просто так. Город на горизонте. Блин, круто. Пока, неудачники. From here I can see how the road leading out of the refugee camp splits into 3 paths. One leads to a kind of depression in the ground, another leads to a graded water outlet, and the third disappears into the distance, beyond the last hill. Could that be the road leading to the city? Так, хорошо, но как мне попасть туда? Что-то как-то мне не дают особо отсюда выйти. А, можно пойти сюда? Можно пойти сюда. А что-то вперед меня не особо пускает. А, вот, можно пойти в город. Так, ну я не знаю. Ну давайте как-то... Блин, и туда, и туда, и туда интересно. Знаете, как сделаем? Мы сейчас сохранимся. Если что-нибудь не так пойдет, то мы, соответственно, все поправим. Сгоревшее дерево. Ствол наполовину сгоревшего дерева. Оно все еще цепляется за жизнь, хотя вот-вот рухнет в огромную яму в земле. Дерево пока что держится, видимо, у него сильные корни глубоко в почте. Наверное, дождевая вода понемногу заполняла углубление. Вода такая темная, что не видно дна. Так, и что это? Все, что тут есть, что ли? Ладно, видимо... А, тесаные камни, смотри. Отсюда мне не дотянуться. Наверное, сначала нужно придумать, как спуститься на дно этой гигантской ямы. Так, ну я думаю, что мне нужно с помощью чего-то уронить это дерево, и таким образом я смогу добраться до туда. Но пока что мне это не светит, да? Ладно, потом, наверное... О, господи, это непрофессионально. Пойдем посмотрим, что с этой стороны. Супер. Какая прелесть. Гора отбросов. В паре метров я вижу огромную массу мусора, грязи и фабричных отходов, которая скопилась здесь за пару лет с тех пор, как стоки перестали очищать. Фу, даже отсюда я чувствую вонь, которую она распространяет. Давай потрогаем. Невозможно туда дотянуться, мешают прутья. Так, ну ладно, здесь, видимо, тоже не так много. Толстые прутья в конце трубы не позволяют попасть наружу. Невероятно твердые и прочные. Темный туннель. Другой конец этого туннеля исчезает из виду вдалеке, среди теней. Куда же он ведет? Узнаем позже. Ладно, нам пора в город. Я очень долго этого ждал. It welcomes me with its most merciless and bitter grimace. What I see before my eyes is not what I expected. Doomsday made it here, too, even if no one in the refugee camp knows it yet. Damn it. The city looks as bruised and battered by the catastrophe as the rest of us. Да уж, город просто реально вообще в кашу. Глава 2. Град обреченный.
Чувак не палится вообще. Открыто достижение. Логанс Ран. Так, тени с оружием. Силуэты солдат, охраняющих улицу за углом. Кажется, винтовки этих психопатов в форме, направленная на все закоулки этого города. Так, старик, что ты делаешь? Что этот старик пытается сделать с такими огромными кусачками? Он едва может обхватить их руками. Ой, а как вижу эти кусачки, я вспоминаю последним монстром, и я начинаю плакать просто. Помогите, на помощь. Не дай им найти меня на улице после комендантского часа. Они заберут меня в лагерь беженцев. Помоги мне, умоляю. Только не шуми. За углом солдаты на посту. Ну что вы хотите от меня? Скоро комендантский час, а мне негде переночевать. Нужно найти укрытие, или меня отправят в лагерь беженцев. Разве непонятно? А что это за комендантский час? At curfew, the soldiers want the streets cleared. And the way they see it, if you're out on the street after curfew, it means that you've got nowhere to go. You don't have a home. You don't belong here. Браслет мне, я думаю, не поможет. And so they take you to the refugee camp. I can't go to the camp. Understand? I can't go there. Вам нужна крыша над головой, и вам некуда пойти. Я так понимаю, все эти байки про то, что... I owned an apartment a few blocks from here. The block was badly damaged by the Great Wave, but it was still standing. And what happened to your home? This morning we had to evacuate the area in a hurry. We ran out in the streets with whatever we had on. Apparently, the foundation was starting to crumble. And a few hours later, all that was left of my home was a pile of smoking rubble, with 40 years of memories buried beneath it. But I can't let them take me to the camp. I need to get into another house before the curfew. Please, help me. Ну, у тебя же кусачки есть. Чего у тебя не получается? Это не так сложно. Ладно, давай я попробую. Дай сюда, старик. Give me those bolt cutters. This house was empty, but the army has sealed it off. If I can just get this padlock off before curfew, I'll be safe. I need to get in here, but please. Я не удивлюсь, если в итоге окажется, что он просто выставляет чей-то дом. If the soldiers find us, they won't hesitate to kill us. Impossible. I'm sorry. I can't do anything with this. I need to get in there. I need to get in. Господи, там цепь-то... Ты неправильно держал просто. Ну ладно, парень, извини, это твоя проблема. А я ищу одно место, что-то вроде аптечного склада. Не знаешь ничего подобного? I'm looking for a place. I don't really know. There's a small medical center just outside the city limits. I suppose you mean that, right? They built it in a hurry, just knocked it together, after the Great Wave. No one really knows what it's for, but there are vehicles going in and out of the place all the time. Whatever they're doing in there, they're keeping it very secret. Not even my daughter would tell me what goes on inside. Did you say your daughter? Yes, my daughter. My little Uma. She works there as a nurse. I'm afraid she left me. I suppose she got tired of living with a frail, sick old man like me. Because one day she simply left the house, and I haven't seen her since. It's been months now. I think she was right to leave me. These times are hard enough. Хорошая дочка. Если ее, конечно, не убили по дороге где-нибудь. Someone like me. I'm sorry. I can't help you. Help me, please. Да уж, ребятушки, жестяк полный. Хорошо. Молодые люди, вы не могли бы помочь старику? Блин, втроем-то открыли бы дверь. Ну да ладно. Короче, все эти байки по поводу того, что вот тут вот в городе лучше, что-то как-то пока что нифига подобного, я бы сказал. Люди точно так же бомжуют. Единственное, окружение более цивильное, но это же бред.
Просто бред. Похоже, в этой части города было особенно интенсивное движение, но теперь доносятся лишь звуки немногих военных автомобилей, патрулирующих. То есть автомобили ездят все-таки? Хорошо, ладно. Давайте на этом мы сегодняшнюю серию закончим. В следующую уже будем осваиваться в городе, потому что здесь реально очень много всего, я так понимаю. Я на самом деле не знаю, что он не может. Вы видели, какая там цепа? Такой штукой легко ее можно перекусить. Да я этим как-то... Короче, блин, я не знаю, сколько это там год я как-то работал на ремонте. Это очень просто. Не знаю, что он не может ее перекусить. Ладно, давайте заканчивать на этом. Игра офигенная. Мы наконец выбрались из города. Игра стала еще в 2 раза интереснее. По-моему, мы все делаем правильно. По-моему, у нас неплохо получается. Единственное, что мне хотелось бы в этой игре, чтобы было, но чего я пока не заметил, это моральный выбор. Допустим, помочь человеку, либо наоборот сказать ему сам справляйся, там, старикан и тому подобное. Но, не знаю, в принципе, пока все хорошо, сюжет интересен. И вот эти вот приходы, что это за бук там, я так и не понял. Святой бук. Ладно, все это мы будем разбираться в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилось это. Надеюсь, вам нравится это прохождение. Оно очень такое уютное. Я его делал, конечно, по большей части для себя. Это одна из тех игр, которые просто приятно играть. Я за ней отдыхаю. Но я знаю, что многим это тоже интересно посмотреть. Хотя тут экшона как такового нет. Здесь именно просто атмосфера, сюжет, повествование. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.